Привет, друзья! Если у вас случайным образом на кухне оказалась патока и вы не знаете, как ее применить, я вам рекомендую приготовить вот это очень простое, быстрое и очень вкусное печенье. Смотрите, как я его готовлю. Для приготовления понадобится черная патока и вот такие продукты. К сливочному маслу добавляю 1 желток и перемешиваю. Как только смесь стала однородной, добавляю патоку и хорошо перемешиваю. Сейчас добавляю разрыхлитель, соль и специи, имбирь и корицу. Как вы могли заметить, в этом рецепте нет сахара. Его заменяет патока, так как имеет приятный сладковатый вкус. Когда все ингредиенты хорошо перемешаны, я всыпаю муку небольшими частями. Следующую часть муки добавляю, когда предыдущая полностью растворилась. Это тесто получается мягким, эластичным, оно прекрасно лепится и не липнет к рукам. На этом этапе можно разогревать духовку. Я скатываю шарики весом 20 грамм. Каждый шарик обмакиваю одной стороной в сахарную пудру. При помощи стакана и кусочка пергамента делаю вот такую плоскую форму. Выпекаю 12 минут, температура 180 градусов. Печенье готовится очень быстро, мне нравится это тесто, которое получается, оно очень пластичное, мягкое, с ним очень приятно работать, оно абсолютно не липнет к рукам и принимает любую форму, которую вы захотите ему придать. Еще хочу сказать, что в патоку попадают все витамины, которые не попадают в сахар, и поэтому с ней готовить намного полезнее, чем с сахаром, и если кто-то вам ее подарил, то вы с легкостью можете использовать ее вместо меда, если вы не едите сахар. Это будет очень здорово, полезно и для детей, и для взрослых. Я вам очень рекомендую. Мне очень нравится вкус этого печенья. Сейчас тоже попробую, как у меня на этот раз получилось, но обычно получается очень вкусно. Мне очень нравится это печенье, у него очень легкий медовый аромат. Посмотрите, оно даже такого золотистого цвета.
получается. И я хочу из него приготовить медовый торт, потому что, на мой взгляд, патокой можно запросто заменить мед. И получается такой же вкусный, теплый аромат у этого теста. И даже вот при выпечке получается, ну, один в один, как коржет медового торта. Но если у вас нет времени готовить медовый торт, то, конечно, такое печенье вам очень понравится. Оно готовится очень быстро, просто получается очень вкусным и ароматным. Я очень рекомендую вам попробовать приготовить. И, пожалуйста, пишите в комментариях, готовите ли вы с патокой, что вы готовите. Мне будет очень интересно почитать. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И делитесь моими вкусными десертами с вашими друзьями. Мне будет очень приятно.